Семья завела маленького серого породистого котенка. Комочек счастья долго привыкал к дому, но его кормили, ласкали и не обижали, и вскоре он оттаял, подружился с другими котами и всей душой полюбил своих хозяев. Однажды к ним пришла женщина с младенцем в коляске. Ребенок громко плакал, а котенок, любопытный и добрый, залез в коляску посмотреть, что это. Малыш испугался, закричал, а котенок тут же выскочил. На шум прибежали взрослые. Мать ребенка закричала на котенка, к ней присоединилась хозяйка. Он не понимал, за что с ним так, он ведь никому не причинил вреда. В наказание его заперли в холодном погребе. Утром хозяйка, послушав подругу, решила избавиться от кота. Та сказала, что у них будет ребенок, а животные грязные и опасные. Женщина передала малыша знакомым. Котенок подумал, что его понесут кушать, но его засунули в переноску и увезли. В машине его ругали, он плакал от страха. Привезли в незнакомый дом, где громко лаяли собаки. Девушка, встретившая котенка, фыркнула, сказав, что можно было бы и получше выбрать. Мужчина вытащил его из переноски, грубо осмотрел и впустил в дом. Котенок прятался от страха, что не понравилось новым хозяевам, они хотели видеть, как он играет, иначе зачем он им. Ночью мужчина выпустил собак, а котенок выбежал следом. Он оказался во дворе. Поняв, что дверь закрыта, начал царапать, но его не слышали. Собаки учуяли его запах и приблизились. Котенок зашипел, пытался напугать одну из них, потом бросился бежать. Погоня была беспощадной. На шум выбежал хозяин. Его крик отвлек котенка, и одна из собак успела схватить его. Женщина, увидев это, брезгливо отвернулась. Мужчина вытащил из пасти полумертвого котенка и решил избавиться от него, отвез в ближайший парк и бросил там. Котенок был изранен, не мог двигаться, лежал на холодной земле, замерзал и слабо мяукал. Он ждал, что кто-то поможет, но не надеялся. Утром через парк шел Алексей. Он заметил под деревом серое пятнышко. Подойдя ближе, увидел окровавленного, едва живого котенка. Тот еле дышал, но почувствовал человека. Алексей не смог пройти мимо. Он взял малыша на руки, назвал его Дымок и понес домой. Дома его встретили жена и дочь. Они начали отогревать и обрабатывать раны. Котенок не мог есть, но изо всех сил тянулся к соске, он хотел жить. Ветеринар в ближайшей клинике мог принять только через 2 дня, и семья ухаживала за ним все это время. Они дежурили у него, со слезами на глазах наблюдали, как он слабеет, и молили, чтобы он выжил. Через 2 дня повезли в клинику. Котенок тихо скулил, но вел себя спокойно. Врач, увидев его состояние, был потрясен. Он осмотрел малыша: простуда, порванные мышцы, травмы, задет нерв, но внутренние органы уцелели. Врачу пришлось буквально собирать котенка заново. Лечение было дорогостоящим и рискованным, но семья не колебалась, они решили бороться за его жизнь. Дымка перевезли в более крупную клинику. Там провели несколько операций, восстановили ткани, зашили раны. Первое время было очень тяжело, он почти не двигался, но медленно возвращался к жизни. Он начал есть, его глаза заблестели, а шрамы затягивались. Однако больше всего он боялся, не оставят ли его снова. Но Алексей с семьей решили, теперь Дымок навсегда останется с ними. Сегодня Дымок счастливый, ласковый кот, окруженный заботой и любовью. Он больше не боится, что его предадут, потому что теперь он дома навсегда. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и поделитесь ею с друзьями. А если вы здесь впервые, подписывайтесь, впереди еще много трогательных историй о спасении и доброте.